Начинать плетение мы будем вот с такого цветочка. Эту схему предложила Нина Голенищева. Спасибо ей большое. Начинаем с 3 трубочек и в дальнейшем добавляем еще 3. И в конце затягиваем все трубочки и получается цветочек. Начинать плетение я буду вот таким способом. То есть у меня будет в центре цветочек. Это получается 6 трубочек основ сдвоенных. Всего 12 трубочек. Но я их буду считать за 6, потому что сразу буду оплетать по 2. А мне нужно выйти, чтобы у меня было 18 сдвоенных. То есть я еще буду добавлять в процессе плетения вот так вот 2 и 2. Итого у меня получится 18 сдвоенных. Это 36 трубочек основ. Вот получается 36. И 6 это будет начало цветочка. Ну, то есть я их отдельно считаю. 36 плюс 6. Всего у меня получается 42 трубочки основы. Хочу обратить ваше внимание, что стоечки основы также я покрываю смесью лака с водой. Она очень хорошо склеивает скрутку, то есть ее не видно, трубочка получается однородная. Трубочки основы должны быть хорошо высушены, а трубочки для плетения я положила в файлик для того, чтобы они оставались влажные. 6 трубочек основ у меня также хранятся в пакете, потому что начинать мы плетение будем с цветочка. И 6 трубочек должны быть влажные. Очень хорошо они будут гнуться. То есть нам нужно будет взять вот так вот в серединке, согнуть все 6, поправить вот здесь вот ровненько. И когда мы это делаем, то вот здесь на сгибе трубочка не будет заламываться и будет хорошо ложиться. Теперь трубочки нужно немножечко приплюснуть. Все, и теперь начинаем соединять. Трубочку складываем, вот так держим. Вторую накладываем поверх нее, сразу же так вот прижимаем. Трубочки должны быть все время друг на друге, вот таким образом. Следим за этим. Так, вторую поправляем. И теперь берем третью. Она у нас идет поверх второй и заходит внутрь первой, вот сюда. Формируем треугольничек. В этих местах прижимаем сразу. Вот первый треугольничек готов. И теперь внутри первого треугольничка формируем второй. Накладываем ее на вот эту трубочку сверху и заводим внутрь вот этой. Здесь хвостик оставляем, потому что сюда у нас будет заправляться последние трубочки. Так, теперь так вот переворачиваем. Следующий этап: берем вторую трубочку. На следующем этапе мы уже заводим трубочку на ту, которую мы сейчас проводили вниз. Теперь мы заводим на нее сверху, также сверху на вторую и заправляем опять же вот за эту трубочку внутрь. Вот начинает формироваться второй треугольничек. И теперь вот так переворачиваем. Вот нам остается последнюю вот сюда провести.
И здесь уже мы накладываем на эту, на вторую и проводим внутрь под третьей и под четвертой. Смотрите внимательно. На первую, на вторую, под третью и сразу же под четвертую. Здесь на последнем этапе будьте очень внимательны. Вот сразу же поправляем и смотрим, чтобы два треугольничка у нас сформировалось. Тогда будет понятно. Вот, когда вы два треугольничка сформировали, то сейчас нужно будет проверить на всякий случай, чтобы исключить ошибку перед тем, как цветочек затягивать. То есть у нас две идут поверх трубочек, а две внутри. Все трубочки у нас лежат правильно, и теперь потихонечку начинаем стягивать внутрь. Здесь вот, когда уже подошли к серединке поближе, также их все поправляем, чтобы они все были на одинаковом расстоянии. И теперь уже начинаем стягивать. Стягиваем так, чтобы в серединке не осталось просвета. И в конце здесь уже очень тяжело затянуть, поэтому вот так вот уже делаем со всей силы. Все, цветочек я выровняла. Его еще нужно вот так приплюснуть сверху, чтобы он был более плоским. Также обязательно с обратной стороны тоже поправьте и сделайте его ровненьким. Цветочек получился замечательный и послужит прекрасным началом плетения донышка. Начинаем плести корзинку. Я подготовила трубочки, также клей ПВА. У меня Момент Столяр Супер ПВА. Это влагостойкий клей, очень хорошо склеивает две трубочки между собой и очень хорошо его использовать в работе. Я его очень советую вам. Трубочки я обрезала под углом 90 градусов. Вот они у меня такие ровные, потому что вот трубочка имеет вот здесь такой хвостик, и он может не очень хорошо смотреться в плетении, поэтому я делаю ее ровной. И таким вот образом немножечко расширяю, чтобы удобно было скреплять две трубочки между собой. Начинаем плести с одной трубочки, затем уже покажу, как можно трубочку нарастить. Вот так вот ее посерединке сгибаем. Здесь нужно приплюснуть. Начинаем с любого места. Первую трубочку, которую будем огибать, ее нужно чем-то обозначить, чтобы нам понимать, сколько мы проплели рядов. Так вот огибаем. И начинаем плести плетением, которое называется прямая веревочка. Плетется так. Задняя трубочка заводится поверх двух следующих, а передняя трубочка уходит назад. То есть эта трубочка накладывается поверх второй.
Плести нужно сразу достаточно плотно и прижимать к серединке. Теперь повторяем. Задняя трубочка идет вперед, а передняя трубочка накладывается поверх нее и уходит назад. Сразу как бы чуть-чуть натягиваем. И так продолжаем дальше. Трубочки укладываем здесь вот ровненько, вот так их поправляем сразу. Когда трубочка заканчивается, вот мы видим, что следующий виток у нас уже не получится, потому что соединение будет вот в этом месте, а так как в трубочке вот эта скрутка, она бывает достаточно грубая и плохо смотрится в плетении, ее нужно обязательно срезать. Поэтому нам нужно, чтобы соединение трубочек попало вот в том месте, где они пересекаются. Это вот здесь. Теперь делаем таким образом. Так вот нужно приплюснуть. И вот так ноготочком сделать так, чтобы она здесь была в этом месте узенькая, чтобы на нее оделась другая трубочка. Капаем клей. И одеваем следующую трубочку. Как бы слегка вот так ее закручивая. Все, здесь нужно прижать немножечко, чтобы клей схватился, несколько секунд. И теперь продолжаем дальше. Сюда. Вот место соединения. И следующая трубочка, оно прикрывается. Получается, что ни с лицевой стороны, ни с изнаночной соединение будет незаметно. Трубочку, с которой мы начинали, ее вот так максимально близко к серединке прижмите, чтобы она здесь не выделялась. И так продолжаем дальше. Вторую будем наращивать аналогично. Я проплела 2 ряда, чтобы серединка получилась очень плотной, без просветов. Нужно плести очень туго, то есть каждый рядочек натягиваем и поправляем вот так вот рукой, выравниваем. Также нужно стараться соблюдать расстояние между стоечками, то есть вот здесь оно должно быть одинаковое. И после 5-го ряда мы будем наращивать стоечки, будем добавлять справа и слева от наших стоечек еще по одной. Здесь расширяем пространство, берем маленькие ножницы. Стоечку обрезаем где-то на расстоянии 3 миллиметров, потому что здесь она очень мягкая. Вот, заминаем ее, капаем клей и вставляем возле стоечек.
оставляем на всю глубину, насколько возможно. И точно так же с левой стороны. И после этого здесь сверху прижимаем. Все. И так аналогично наращиваем все стоечки. Все стоечки приклеены. И теперь мы оплетаем по 4 штуки. И таким образом по 4 стоечки оплетаем 3 или 4 ряда. Ну вот я проплела 3 ряда. Всего у меня получается 8 рядов. И теперь я буду добавлять еще 2 трубочки вот здесь с двух сторон. У меня уже достаточно расстояния по краям. Точно так же буду расширять. И у меня уже получится, когда я добавлю, 36 трубочек. То есть, если помните, у нас в начале было 12, это 6 двойных. Потом мы еще добавляли по 2, и сейчас будет еще по 2. И нам нужно выйти на 36, как раз у нас получится. И затем мы проплетем один ряд, когда добавим, и уже будем по 2 разделять. Вот так теперь выглядят наши стоечки и донышко. Когда оплетаете сразу несколько стоечек, получается вот здесь очень длинная трубочка. Вот. И для того, чтобы она смотрелась ровно, нужно следить за тем, чтобы они шли параллельно друг другу, во-первых, сразу же укладывать, вот так поправлять. Еще следите за тем, чтобы вот здесь пересечение, оно попадало в серединку. И обязательно прижимайте, потому что на пересечении может выступать и смотреться не круглым. И вот так вот выглядит у нас изнаночная сторона. Посмотрите, здесь тоже практически ничем не отличается от лицевой. Все соединения трубочек попали в пересечение двух трубочек вот в эти места. Так что вот и изнанка выглядит очень хорошо. Все, и теперь проплетаем еще один ряд для того, чтобы закрепить приклеенные стоечки. И теперь измеряю донышко по чаше основе. Получается, что где-то еще 4 ряда нам нужно будет проплести до того момента, когда мы будем загибать стоечки на стенке. Вот сейчас мы дошли до того момента, где у нас вот отмеченная трубочка была. И отсюда будем вот таким образом разделять по 2 и оплетать. Особенно будьте внимательны вот в этих местах. Здесь нужно будет трубочки вот таким образом скрестить. И здесь, чтобы расстояние было минимальное, потому что на первом ряду нам не удастся выровнять расстояние между стоечками. Уже на втором, на третьем будем равнять.
Все, этот ряд я закончила. Обязательно прижимайте плетение к донышку, вот так, и выравнивайте его. То есть постарайтесь сделать этот ряд максимально ровным. Вот. Ну, а проплетая уже еще 2 или 3 ряда, я буду выравнивать вот здесь вот расстояние между стоечками, и дальше уже ряды будут смотреться гораздо ровнее. Так что плетем дальше до края донышка. Вот я доплела 4-й ряд. Имейте в виду, что вот резиночку нужно сейчас переместить вот сюда, на первую, потому что мы добавляли стоечки. Здесь уже начнется 5-й ряд. А у нас тем временем донышко должно полностью совпасть с нашей основой. Сейчас будем примерять. Полностью совпадает. Теперь на этом этапе еще раз хорошо поправьте вот эти последние ряды, все выровняйте. Также нужно прижать к серединке, пройтись. Вот такое красивое круглое донышко у нас получилось. Очень здорово смотрится цветочек в центре, зачем идет узор. И по краю мы уже оплетали по 2 трубочки. Надеюсь, ваше донышко получилось таким же красивым.